Здрасте, добрый день. Как по вашим оценкам, есть ли угроза в Ирландии сотрудникам российской дипмиссии и нашим согражданам, которые находятся сейчас в этой стране? Ну, обстановка, прямо скажем, сложная. Естественно, общая политическая обстановка, можно сказать, просто враждебная по отношению к России и всему российскому, русскому. Здесь, конечно, играют очень негативную роль средства массовой информации, которые рисуют абсолютно тенденциозную картину происходящих на Украине событий. А на политическом уровне, Ирландия в первых рядах в Европейском Союзе и шире, что касается различных антироссийских мероприятий. В этой связи, наверное, вряд ли можно говорить сейчас о каких-то отношениях между Россией и Ирландией. Мы занимаемся в основном тем, что поддерживаем, так сказать, канал связи с ирландцами. Наверное, в этом есть определенный смысл, потому что даже в эти сложные периоды бывает потребность в них. Как сказал сегодня в интервью наш министр Сергей Викторович Лавров, есть все-таки надежда, что перебесятся на Западе, поймут, где, что и как по-настоящему, но пока мы имеем дело с тем, что имеем. Значит, посольство существует сейчас в ситуации крайней напряженности. Мы регистрируем постоянные угрозы в адрес сотрудников посольства, которые нам подсылают по электронной почте, телефонными звонками. Уже который день у посольства происходят с разной степенью интенсивности манифестации протеста, зачастую бурные, весьма агрессивные. Мы, естественно, принимаем все необходимые меры безопасности, но результат уже как-то налицо. Нам обезобразили въездные ворота, ограду посольства, так сказать, творчество переходит все границы, изрисовали, чем только можно. Мы решаем эти вопросы с полицией, с МИДом Ирландии. В целом, может быть, хотелось бы и большего, но, по крайней мере, пока присутствие полиции есть, чем мы и пользуемся. В целом, посольство, прошу прощения, работает в штатном режиме, хотя, конечно, и непростом, так сказать, психологическом фоне. Что касается наших сограждан, россиян, соотечественников, естественно, на них отражается нынешняя обстановка. Существуют элементы давления на активистов движения соотечественников. К ним поступают угрозы расправы. Есть определенные решения. Например, закрыли радиостанцию, которая здесь вещала в FM-диапазоне «Русский час». Проблема, которую мы регистрируем, из которых к нам обращаются, тоже рассказывают люди, это ребята в школах. К сожалению, есть элементы травли, и это очень прискорбно, потому что в целом, по моему мнению, наблюдению, ирландцы люди в целом отзывчивые и добрые, но иногда, видимо, совершенно не разбираясь в обстановке, принимают для себя какие-то такие ориентиры, берут их, так сказать, без какого-либо анализа в голову и на этой основе действуют. Это транслируется, к сожалению, на наших ребятах, которые учатся в здешних школах. Юрий Анатольевич, а есть возможность как-то у работников посольства, дипломатической миссии, как-то наших сограждан защитить каким-то образом? Хотелось бы, конечно. Для нас сейчас, скажем так, вопрос главным образом защитить посольство. Знаете, это напоминает ситуацию, когда вам в самолете рассказывают элементы безопасности насчет кислородных масок, которые выскакивают в случае чего. Первое правило – сначала надеть маску на себя, и уже потом помочь другому. В какой-то степени, может быть, это относится к нынешней ситуации. Наши возможности здесь крайне ограничены. Мы, естественно, каким-то советом, поддержкой, словами в контакте с людьми поддерживаем друг друга фактически. Наверное, если там конкретные какие-то случаи, мы можем ставить это по консульской линии, в МИД обращаться. Люди, надо сказать, наши тоже, так сказать, молодцы. Они, мы знаем некоторые случаи, когда просто обращались в полицию, что правильно. И в этом смысле, если нужно, мы готовы оказать консультативную помощь. Полиция адекватно реагирует на такие обращения или тоже отмахиваются? Нет, они адекватно. Да-да. Они адекватно, они, естественно, обязаны
принять к рассмотрению заявления граждан. Поэтому они это делают. Тут вопрос в другом, насколько реально это может повлиять на обстановку. Но, в общем, пока каких-то чрезвычайных эксцессов я не знаю, не отрегистрировал. Да, тоже отмахиваются, я имел в виду, как, ну, вот мы знаем примеры в некоторых, да, тех же школах приводились примеры, когда вот та самая травля, о которой вы говорите, да, учителя не очень-то на это реагируют. Сколько всего наших сограждан сейчас, Юрий Анатольевич, находится в Ирландии? Есть у вас оценки приблизительные? Туристов и постоянно проживающих? По нашим оценкам, здесь вообще, так сказать, в стандартном режиме порядка 10 тысяч русскоязычных людей, из которых, наверное, примерно половина, то есть около 5 тысяч граждан России. Вот эта, так сказать, цифра, она, наверное, близка к истине. Что касается туристов и, ну, условно, скажем так, застрявших, оказавшихся в нынешней трудной ситуации с возвращением в Россию, ввиду прекращения воздушных сообщений, то, ну, во всяком случае, к нам обращались люди, регистрировали мы их, это порядка нескольких десятков. 80, так где-то, наверное, не больше. Но я бы так сказал, у них, конечно, возникли трудности, но народ постепенно выбирается. Есть маршруты непрямые, но через ряд городов, в том же Стамбул, можно вылететь в Россию. Так что пока так. Да, Юрий Анатольевич, я благодарю вас за то, что нашли время ответить на вопрос в прямом эфире. Спасибо, что дали свои комментарии. Я напомню, на связи был посол России в Ирландии Юрий Филатов.